Доброго времени суток, народ. У микрофона Сергей Рибера, и мы продолжаем играть в Fallout Нью-Вегас. В этой серии мы направляемся на авиабазу Неллис по квесту Бомбисты. Нам нужно будет уговорить их помочь нам в предстоящей битве. Воевать мы будем с вами против НКР и Легиона Цезаря. В скором времени мы накопим свои силы, найдем крепких союзников, укрепимся в Нью-Вегасе и дадим им отпор. Тем самым мы отомстим за прошлые обиды. Даже не обиды, они нас вообще убить хотели, посылали на нас всяческие карательные отряды. Но вы помните, да, если вы смотрели мои прошлые ролики, вы поймете то, что отношения с ними у нас не заладились, поэтому мы им отомстим в скором времени. Пускай они нас простили, но мы этим воспользуемся и нанесем превентивный удар в спину. Ну, не в спину, а прям, в спину только крысы. Только крысы атакуют. Вот, а мы, прям в лицо им плюнем. Так что я, желаю вам приятного просмотра. Да, что-то как-то затянулось у меня вступительное слово. Продолжаем играть. Welcome to the Nью-Вегас Medical Clinic. I'm a fully qualified physician and can fix whatever is wrong with you for a reasonable fee. If you've got the caps, I've also got several implants available to enhance your physical attributes. Так, что у тебя за импланты? I have several basic implants available that can enhance your physical abilities, make you faster, smarter, stronger, that sort of thing. I've also got two much more expensive implants. One's a subdermal implant that will make you more resistant to damage. The other implant induces a mild regenerative effect. Your wounds will practically heal before your eyes. Так, я хочу купить имплант, допустим. One other thing I forgot to mention. Your body may be able to handle only a limited number of implants. The healthier you are, the more implants I'll be able to give you. Now, what surgery are you considering? Так, это значит у нас очки спешл. Что тут есть интересного? Меня интересует субдермальный имплант. That would be the Nemian subdermal armor. It's a bit pricey, 8,000 caps, but the implant causes your skin cells to be bolstered with iron. It won't make you bulletproof, but it will make you a little harder to injure. У меня даже таких денег нету, тогда забудь. Very well. Интересный, конечно, имплант, но у меня просто денег столько нету. Это слишком... Вообще сколько? Я не помню. По-моему, 7000 у меня. Так, я хочу получить регенерацию. Это что такое? That's the Phoenix monocyte breeder. The implant speeds up cell regeneration, an effect similar to that of some lizards and sea creatures. The implant is very expensive, however. 12,000 caps. Ну, пипец вообще. Very well. Так, ты что-нибудь еще продаешь здесь? I have reserved a small part of my supplies for sale. The profits go directly to the purchase of additional supplies to help the less fortunate. Ладно. Так, покажи, что у тебя есть на продажу. Ну, я не знаю. Because you're a friend of the followers, I can give you a bit of a discount. У нас-то, в принципе, все есть, да? Что, она может нам предложить стимуляторы? Да у нас, по-моему, их полно. Очищенная вода 28 и стимуляторов 68, охренеть. Вот это мы зажрались вообще. Ладно, все. Будем иметь в виду, мы еще сюда зайдем. Сейчас, подождем, посмотрим, может что-нибудь... ну, собственно, операционный стол, да. Что тут еще есть? Какой-то класс. Да. Видимо... Воображение какое-то у данного мужика. Так, куда мы? Сюда, да. Что-то немного потерялся. Я думаю, это что такое? Они же вроде все валяются. Это Брамин, оказывается. Так, ну осматривать мы, я думаю, их все равно не будем. Нам мясо особо не надо. У нас и так еды полно нормальной.
принципе, обирать их не будем. А вот здесь домики можно посмотреть, кстати говоря. Давай поглядим. Пускай они и пустые на вид, но все равно можно будет так посмотреть. Да, пусто. Все как бы обобрали. Ну, логично, то что пустыня. Как бы неудивительно. А, вон, смотри, скорпионы. Можно, кстати, пострелять будет. Да, постреляем, мы все равно никуда не торопимся. Попробуем вот эту крупнокалиберную винтовку заодно. Ой. Фига он сильный. Блин, ну вообще какой-то, блин. Охренеть. Вот представляете, эта дура на нас бы напала. Она бежит. Ой. Не очень хорошо. Я аж не думал то, что этот, блин, такой скорпион большой, а он оказывается гигантский. Ладно. Так, все, пошли отсюда. Чтобы новые не набежали, мало ли. Классная снайперка, вообще мне нравится. Имба. Так, где там моя боевая винтовка? Вот она. Насчет войны, как бы, я скажу то, что пока мы не будем в открытое, как бы, наступление идти, сразу же там с какого-нибудь определенного человека, какого-нибудь определенного бойца, твою дивизию, блин, заговорился. Вот, как бы мы начнем внезапно как-нибудь. Ну, не сразу же специально, чтобы прям вот их всех перестрелять, но все равно. Я попытаюсь как бы, может, еще квесты их повыполнять, которые возможно. Чтобы как бы, ну, не просто вот всех перестрелять и все. Все с вами посмотрим обязательно. Так. Что-то вообще замок, блин, какой-то сложный. Это твою дивизию. Ты, блин, откроешься сегодня или нет? Так, прекрасно. Аптечка первой помощи. Ты, блин. Такие журнальчики, смотри-ка. Снайперка. Где ж ты была раньше-то? А, все, я понял. Растяжечка тут. Безвредить. А, взрывчатка 30. Ну, классно, ладно. Так, а что тут у нас наверху-то есть? Наверху у нас кровать. И все. Неплохое укрытие, кстати. Кто-то тут соорудил. Но о замке как-то не позаботился. Будет, наверное, неприятно увидеть, что тут все пусто. Так, там снова брамины, да? А давай, знаешь, какую вот эту снайперскую винтовку возьмем, потому что это не особо такие сильные противники. Можно их, в принципе, и вот так пострелять. Хватит, хватит мне показывать это слоумо.
Класс. Так, сюда мы не зайдем. Блин, тут еще дома есть, но они все заколоченные вроде. Ну да. Тут тоже пусто. Ну, тут особо нет проработанных локаций, поэтому такие просто пустоши. Решили окупиться тем, чтобы поставить сюда браминов и как бы, ну и все. Ну, логично, пустыня как бы. Я не удивлен. Наркоманы. Классно. Вот как мы поняли то, что это наркоманы? Вот стоят два типа около костра. И как мы поняли, что это наркоманы? По ним особо не видно. Hey there. Howdy. The honcho of one of them strip families got killed right in his own casino. You know he pissed off the wrong guy. I keep hearing about some courier making a fuss over at the strip. Колодец Джимми. Кротокрыс. Классно. Суперстимулятор. Это пневматика тут. Особо ничего нету. Так, Гена. Хорошо, ладно. Я тебе, знаешь, что подарю? Снайперскую винтовку вот эту. Так, и все, наверное. Да, наверное, хватит. Ладно, пока не будем его нагружать особо. Все равно, я думаю, пока что лутать мы ничего не будем. Мы почти у цели. Whoa there, pal. You better slow down, or you'll get blown up like the rest of the idiots who thought they'd scavenge in boomer territory. Now that I've got your attention, might you be interested in a little information? It'll cost you, but it's well worth the investment. Говори мне, а то скажешь моему ботинку. Whoa, simmer down. I'll tell you, I'm a gambler and a scavenger. I've made some cash from gambling and some cash from reclaiming goods that are no longer being used. Now, do you want my help or not? Спасибо за предупреждение. А что там за теми вывесками? Oh, lordy, lordy. You haven't heard of the boomers? What rock have you been living under? They're a bunch of artillery-slinging, grenade-lobbing odd jobs camping out in Nellis. Wander into their territory, and you're as good as mincemeat. Туда вообще можно пройти? There is a way, and I'll tell you. For a little wager. Наспор, ну давай. Well, I know the secret to get past. If you give me the caps, I'll tell you. If you make it back alive, I'll double your money. 300 крышек. Я сейчас слегка на мели, может, 200. All right, I suppose I can cut you a deal, but not a cap lower. I gotta make a living here. Okay, here you go. That page has the details, but it's all in the timing as you move from building to building. I'll be here watching, so I'll know if you've made it to the gate or not. Remember, I'll pay double your wager if you make it back. Интересно. Так, расписание. Артиллерия, авиабазы Неллис. Основной способ избежать попадания под артобстрел — продвигаться от здания к зданию вплоть до северо-западной конечности города, а там и до ворот недалеко. Следует укрыться за северо-восточным углом двух зданий, выждать момент и бежать по прямой к воротам. Бомбисты по своим не стреляют, поэтому, продвигаясь к воротам, нужно держаться ближе к забору. Известно также, что имеется старый железнодорожный туннель, который приводит юг
Территория бомбистов, но нет подтверждений тому, что этот путь безопасен. Так, это хорошо, это прекрасно. Так, а вот этих, я думаю, друзей мы оставим здесь пока что. Раз там прям артобстрел какой-то. Okay. Just don't be gone long. I sunburn easily. Да где ж ты обгораешь? Ну как раз темно, тут вон, не грустно вот с этим молодым человеком поговорите. Я, конечно, рискну, но не обещаю то, что выживу. Так, ладно, погнали. А у нас нету ничего такого, что... Блин, может снять вот эту броню, чтобы побыстрее передвигаться. А то она какая-то... Что у нас еще есть? У нас нет турбо. Блин, нету. Я просто видел такую штуку. Что-то уже стреляют, что ли, походу. Так. Твою дивизию. Хреново. Блин. Что ж вы делаете, ироды? Вон забор. Забор. Погнали. Да, ну логично. Я, блин. Фига себе там хреначит. Да, по забору они стрелять явно не будут. Блин, давай оденемся, что ли. И подлечимся. Hold it right there. Don't you move. How the hell did you survive that bombardment? Кто здесь за главного? I'm not telling you a thing, savage. Move a muscle now and I'll blow you to pieces. Классно. Я вообще не собираюсь нападать так-то. Then just stay where you are. Raquel will be here any second. I'll take this from here. I'm Raquel, Master-at-Arms for the Nellis homeland. Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. Кто такая матушка Перл? As I said, she is our eldest. Mother Pearl has lived at Nellis from the start, and has the wisdom of her age. She said that this day would come, and that any savage to reach our gate should be brought to her. Классно. Ладно, веди. Follow close, and mind your behavior. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. Да уж, радушным приемом это не назовешь. Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savages at a distance. Except you. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. Чем я могу тебе помочь? Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around and about. Should that go well, it may be you can help in big ways, too. We'll have to see. Как нам доверять друг другу тайны, если вы собираетесь хранить от меня тайны? You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little, or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. С чего мне начать? You picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use help with the bug problem. Doc Argyle has wounded he's tending to.
and Loyal and Jack might be looking for help with some repairs. Or you could just go see Pete at the museum and hear the story of our people. All you have to do there is listen. Come and go as you like, help or don't help, I leave it up to you. But I hope you'll show my youngers that not every outsider needs to be blown up. You aren't stealing our medicine, are you, Doc? You aren't stealing our medicine, are you, Doc? Так, прекрасно. Мы получили какое-то новое задание. В небо. Вот это протяните руку помощи бомбистов на Элисе. С радостью. Так, How is your visit with us going, stranger? Я все еще пытаюсь придумать, как и кому помочь. Each of the elders would appreciate assistance with various issues here in Nellis. Seek out Jack, Loyal, Raquel, and Argyle. They will guide you. Later. Так, ладно. Значит, погнали. Посмотрим, что мы можем сделать. You aren't stealing our medicine, are you, Doc? А, вон, кстати, Ракель, вот она. Mother Pearl's instructions are clear. You can move freely around Nellis, and artillery spotters have orders not to fire on you. These are extraordinary privileges. Don't abuse them. Матушка Перл сказала, что у вас проблема с насекомыми. Long story short, the power failed a few days ago because giant ants have tunneled into the generator room and set up a nest. I led a team down to exterminate them, but there were so many of them. We lost. 2 killed, 3 wounded. Personally, I think it's more than a savage can handle. But if you want to kill those ants and switch the power back on, feel free. Я, в принципе, вполне справлюсь с парой муравьев. Sure, anyone can. But there's more than a few down there. See for yourself. One other thing. The ants must be eating gunpowder from the munitions down there, or something. They exploded when hit by a flamethrower. One of us was using a laser pistol. Same thing. Bullets seem okay. Just don't hit the artillery shells. Loyal's been working on some kind of weapon to use against them. Maybe you should check with him. Так, хорошо, прекрасно. Это мы дойдем еще до него. Так, значит, давай сначала здесь посмотрим, что у нас интересного есть. Медицинский центр. Здравствуйте. I know Mother Pearl is letting you wander Nellis as you please, outsider, but I have patients to tend to. Я хочу как-нибудь помочь. I have 3 patients here who were gravely injured fighting those giant ants in the generator building a few days ago. I've stabilized their wounds, but they're in bad shape. Do you have medical training? Думаю, тубулярные упоксотиды муравьев пронизали артериальные трахеи пациентов. Well, I don't know, actually. I suppose it's possible. You should take a look. Так, ну давай посмотрим хотя бы, что у них тут есть. Требуется навык медицины 40 или выше. Подожди, а у нас вообще навык какой? 23. Да мы его не вылечим, мы его убьем, мне кажется. Блин, тут медицина нужна, мы вообще не шарим в этом. Ладно. Помочь мы, к сожалению, не можем. Да ну вообще доктор, он должен сам, блин, лечить пациентов. Че он, блин, не знает ничего. Странный у них доктор. Так, дом адепта. Мастерская. Музей бомбистов. О, кстати, снежный шар. Классно. Вот это я удачно зашел. Так, мне экскурсия нужна. Пит. What are you doing? Можешь... You're the outsider. Mother Pearl sent word that you'd be stopping by. You must be eager to hear the story of our people. Кто ты? Me? I'm Pete, keeper of the story.
I know I seem kind of young. I was the apprentice keeper of the story until a couple months ago, but old keeper Don, well, whiskey and landmines don't go together. So it's up to me. I bet you want to know everything about us. Я хочу узнать все о вашем народе. Wonderful. I'm sure you've noticed the mural on the wall of this hut. Shall I tell you what it all means? Ну, конечно, у меня есть время. Excellent. Imagine you're the first outsider to ever hear our tale. Ages ago, long before I was born, we lived underground. Everyone had guns, but the overseer wouldn't let us explode anything, not even a hand grenade. Чё, тебе голова-то трясется, волнуешься, We что ли? left and wandered the wastes. There were savages with knives. We blew them up with frag mines and grenades, burned them with flamethrowers. It was neat, but there was a downside. For every 43.6 savages we killed, we lost one of our own. We needed a new home. We needed Nellis. Here we have prospered and multiplied. Here our mighty guns destroy any savages who might try to harm us before they can even reach our gates. Well, until... But... Not saying you want to harm us or you're a savage, but anyways. Nellis has revealed many secrets. It has taught us how to fly the bombers once based here, and it has taught us where to find one. And that is our story so far. For this last image is our future. To restore the bomber, to fly the open skies in armored safety, raining high explosive ordnance upon ignorant savages. This is our destiny. I'm pleased that you listened to the entire story. Perhaps there are details you'd like to know more about. Let me know. Now that you know the story of our people, you must have all sorts of questions. У меня есть пара вопросов об истории вашего города. Ask away. Почему ваши предки покинули безопасное убежище? So you know about the vaults? Yes, we lived in one of those. Ours was numbered 34. In our vault, everyone had guns, but the overseer wouldn't let you fire off any of the really fun ones. I guess all the little pops and bangs at the firing ranges just got boring after a while. Ваш народ пожертвовал всем ради свободы. And at Nellis, we found it. We haven't detonated any atomic warheads since before I was born. But otherwise, it's do as you will. Anything else you want to know? Удивительно, что Неллис был пуст, когда вы пришли сюда. Several automatic warheads detonate here 100 years ago, leaving the base highly radioactive. The savages of the waste, ignoramuses, all avoided Nellis by habit. Так вы принесли с собой счетчики Гейгера из убежища. That's exactly right. You're very knowledgeable for a sav, an outsider. Anything else you want to know? Как же вы выжили, полностью отрезанные от мира? Nellis is a completely self-sufficient community. We draw water from Lake Mead, solar arrays provide power, and we grow our own crops. Вы удивительно находчивый народ. Thank you. Our self-sufficiency is a point of pride. Anything else you want to know? Что делают гаубицы на авиабазе? You're right. They weren't here when we discovered Nellis. We found the guns at a huge weapon depot called Area 2, many miles from here. It took many weeks to drag the guns and their ammunition back to Nellis, and it was the last time any of us set foot beyond our homeland. Это гаубичная батарея, памятник мужеству и решимости вашего народа. Thank you so much. I'll be sure to pass that on. Anything else you want to know? А как ваши люди научились летать? Once we restore power, we learned that some elaborate chairs we've been sleeping in were actually virtual reality simulators. We believe they were used to train combat pilots. We used them extensively. I alone have shot down over 500 Chinese Zion 85 fighters. Before you ask, I'm afraid there's no way you can be allowed to use the simulators. They're for our use only. Sorry.
Ах, сбросить грубые оковы притяжения и танцевать среди парящих птиц. That's beautiful. Yes, it's exactly like that. So free, so... Words can't do it justice. Anything else you want to know? Как вы узнали, где найти старый бомбардировщик? Loyal found a file somewhere on the base, with magazine articles, photographs, a map even. It seems that a bomber, apparently the 29th of its kind, crashed in Lake Mead on July 21st, 1948. Just imagine, that's over 300 years ago. The photograph shows that it was basically intact, and the map tells us exactly where to find it. Except we haven't left Nellis in decades. Вы можете прикрепить поддон к самолету и притащить его сюда для ремонта. Yes. In fact, that's exactly what Loyal has planned to do. You should go talk to him. I wish everyone were just as interested in our story as you are. Maybe I should act out the battles, or learn how to throw my voice. Я хочу еще как-нибудь принести пользу. Как кому-нибудь здесь нужна помощь? Gosh, there's a lot of folks. Over at the work... Ну, это мы слышали, да. Свой человек сообщества принял вас, оценив ваше стремление помочь. Как обалденно. Так, хорошо, так просто получить, блин, репутацию. Классно. А, вон. Это кто? I hope Pearl knows what she's doing, letting you wander around Nellis as you please. Ракель говорит, что ты разрабатывал какое-то оружие против гигантских муравьев. I started building a sonic emitter that might do the trick, but it's useless without knowing the exact frequency that would kill the ants. Подойдет любой сигнал с частотой выше 22 тысячи Герц на 150 и более децибел. Hot damn, you're right. It's a matter of boosting across those thresholds, not exact amplitude. You're smarter than you look. Just so happens I was testing it at 24,000 hertz, so it should be good to go. Place it near their nest and cross your fingers. Signal's too high for people to hear, so no harm done. But it might make you feel sick to your stomach. Так, хорошо. What is it, outsider? Я хочу как-нибудь помочь. If that's so, how about you look into repairing the solar arrays on the roof of the generator building? Nothing too complicated about it, but it's a long ways to walk my old bones, and there's been that ant problem over near there. You can't miss the array. It's on top of the generator building smack dab in the middle of Nellis, between the two runways. Мне по пути, кстати, попадалось местечко под названием Гелис-1. Может, там найдутся запчасти. Are you talking about that damn bright light we've seen blast off to the south occasionally? I was wondering what the hell that was. If they've got the parts, bring them on back. We need to get the array back up and charging. Ну, конечно. Так, а я могу получить код для использования терминалов VR в столовой? No, those aren't for outsiders to use. Leave them alone. Мне очень интересна история вашего народа. Для чего эти терминалы? Well, if you genuinely care so much, they're flight simulators. If you don't know our history yet, you should see Pete and get the tour. We dream to one day rule the skies. Так, я понял тебя. Later. Так, но в принципе, кого мы еще не спрашивали-то? Протяните руку помощи бомбистов в Неллисе. А, ну это, соответственно, наверное, доктор, это... Ну и все, наверное. Больше некого спрашивать ничего. А, хотя смотри, тут что-то еще есть. Еще какой-то маркер. По-моему, 4 человека она называла. Не помню. А, да, вот еще какой-то чувак. Джек. Ну ладно, мы на этом пока что... Да чего, одну и ту же фразу говорите. На этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сергей Рибера. Всем пока.